Привет. Давайте садитесь поудобнее и посмотрим, что в декабре ждет. И, конечно же, приходить в проживание арканов, пока дверца открыта. На днях она закроется. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Смотрим в любви, на работе и в деньгах. Извиняюсь. Я надеюсь, что я не забуду и кашель вырежу. Что в любви тебя ждет в декабре? А тут все понятно. У тебя сейчас вот момент такой, когда ты все держишь под контролем. И вот чувствуешь, как энергия бьет. Вот это оно и есть. То есть, с одной стороны, ты готов вперед двигаться, да, пробовать что-то новое, можешь даже перейти на новый уровень с этим мужчиной. Но есть нюанс. Тебе нельзя плыть вот просто по течению. Вот прямо сейчас нужно четко решить. Либо берешь инициативу в свои руки и строишь отношения по своим правилам, либо ты застрянешь на месте. И тут, знаешь, важно не перегнуть. Если ты видишь, что человек готов брать ответственность, но пока не догоняет, не дави на него. То есть прояви лидерство, но без диктатуры. Никаких истерик, никаких ультиматумов. Просто вот спокойно обозначь, чего ты хочешь и как ты вообще будущее видишь. Если он адекватный, то он откликнется. Но будь готова, что тебе самой придется границы расставлять. Не позволяй на шею себе садиться, даже если очень-очень сильно влюблена. И не бойся показаться серьезной. Сейчас, знаешь, именно тот момент, когда твоя уверенность, она притянет вот действие от него. Либо покажет, что пора сворачивать лавочку. В любом случае, декабрь, он будет переломным. Либо вы вместе сделаете шаг вперед, а там уже и предложение руки, сердца, и даже общую банковскую карту. Либо ты поймешь, что это тупик, и освободишь место для кого-то более достойного. Главное, не тормози, не бойся, потому что у тебя все получится. По картам ты на коне, понимаешь? На работе чего ждет? Знаешь, резко затормозить придется на работе. Вот когда, как сказать, у тебя сейчас куча планов в голове, идей море, энергия через край. Но карты говорят стоп. Не в том смысле, что все пропало, да, а в том, что нужно остановиться и подумать. Ты вот как будто стоишь на развилке, да, с одной стороны старые методы работы, а с другой стороны какие-то новые варианты. И ты просто не можешь выбрать, потому что голова уже кипит. И вот это вот состояние «и так плохо, и эдак не лучше», оно сейчас твой главный враг. Понимаешь, самое опасное – это то, что ты наделать ошибок можешь, если ты будешь действовать на эмоциях. Поэтому смотри, возьми паузу. Ты не любишь паузы, потому что это понятно, карты бы такие не падали. Ты прям, как сказать, ненавидишь слово «пауза». Вот важно не принимать важных решений, не ругаться с начальством, не бросаться в новые проекты, как угорелая, да? Просто сядь, выдохни и проанализируй, что работает, а что уже, как говорится, свое отжило. Тебе нужно делегировать еще часть задач на работе, понимаешь? И вообще сменить подход к работе. Знаешь, даже если кажется, что мир рухнет без тебя на работе, ничего не случится, если ты возьмешь отгулы. Зато ты вернешься с ясной головой и сделаешь все правильно.
Проигнорируешь этот совет, ну, накосячишь так, что потом целые месяцы будешь расхлебывать. Поэтому просто не геройствуй на работе. По деньгам. Ну, по деньгам тут все просто. Ты будешь действовать быстро, но голову не терять. Понимаешь? Там или пан, или пропал, как говорится. Появится какая-то финансовая возможность. Ну, там, выгодное предложение по работе, внезапный бонус, премия, понимаешь? Но шанс будет мимолетным. И тут нельзя неделю, как говорится, думать, раздумывать и так далее, взвешивать. Тебе придется собраться за пару дней, все риски проанализировать очень глубоко и решение принять. И вот тут главное не налететь на грабли. Да, сорвать куш можешь, но только если ты не станешь вот бросаться в омут с головой. Поэтому все детали проверь. Посоветуйся там с теми, кто в этом знает, понимает, и только потом давай добро. И не распыляйся, потому что вариантов будет несколько, выбирай один самый надежный. То есть не гонись за двумя зайцами, а то третьего не поймаешь. Понимаешь? И будь готов к тому, что придется чем-то пожертвовать. Причем придется отказаться от какой-то старой схемы заработка, которая уже, не катит, так скажем. Но это будет стоить того. Карты показывают, что в итоге ты останешься в плюсе, если только продумаешь каждый шаг, понимаешь? И в азарт, конечно, не ударишься, если. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что ждет в любви? Ну смотри, тут два варианта. У тебя есть кто-то, и у тебя кого-то нет. А у тебя есть кто-то, да, и у тебя нет никого. Ну точно тосковать не будешь. Вот смотри. Если у тебя есть кто-то, то у тебя будет выход на новый уровень. Понимаешь? То есть вот мужчина у тебя есть, да, он тебе там цветы раз в месяц дарил, тут он предложит переехать вместе, возможно, начнет обсуждать детей, просто вот реально начнет вкладываться в ваш быт. И этот мужчина, он не просто болтает, да, он все делает. И посуду помоет, и квартплату заплатит, и тебя гречкой с мясом накормит после работы. То есть будет ощущение, что ты наконец-то своего человека нашла, а не вот этого очередного инфантильного мальчика. Если у тебя нет никого, то, скорее всего, на Новый год тебе подвернется удача. Понимаешь? Вот как сказать, тебе, возможно, предложит какой-то мужчина встретить Новый год вместе. Не саботируй. Отмазки не придумывай, типа «Ой, я не готова» и прочее. Потому что декабрь – твой месяц, чтобы перестать бояться серьезных шагов в плане любви. Понимаешь? Готовься к тому, что тебя кто-то приметит из твоего окружения. Это или коллега, или, вот как сказать, знакомый. Друг детства. Понимаешь? Главный момент не проспи, потому что шанс будет реальный, который можно пощупать. Но ничего у него не щупаешь. То есть будет шанс. На работе. А тут все хорошо, только один нюанс есть. Ты выйдешь на более высокий уровень в плане работы и будешь, как говорится, пожинать плоды своих усилий. Это не про то, что тебе премию дадут, а про то, что ты уже сейчас, в ноябре, создала себе условия для роста. И ты или запустишь проект свой, или на работе получишь повышение, понимаешь? То есть тебя перестанут грузить вот такой вот тупой работой. То есть переведут на что-то более серьезное, понимаешь? И будет в плане работы ощущение, что ты на своем месте твердо стоишь. Как королева, да, которая цену знает своим навыкам.
Но вот Паш рядом — это вот сигнал. То есть будь готова к тому, что тебе что-то новенькое подкинут. И, скорее всего, или стажера дадут, который вечно будет путать все и так далее, или тебя, как сказать, называется вот это вот, повышение квалификации отправят, понимаешь? И в любом случае, ну, немножко загрузишься, да. Но это не повод ныть. Это как раз шанс будет. Если возьмешься за это, то через пару месяцев получишь, как говорится, еще больше этих возможностей. И, знаешь, проблема есть. Не бойся выглядеть, как сказать, зеленой. Вот как это сказать-то? Неумехой не бойся выглядеть. Даже если придется учиться с нуля, это все окупится. Понимаешь? И еще один момент под конец декабря. Не дай своему успеху вскружить тебе голову. Ты будешь на высоте. И проблема, когда ты будешь на высоте, ты можешь расслабиться. И если начнешь почивать на лаврах, да, вот почивать или почивать, не знаю, как правильно, то есть расслабишься, то все будет сыпаться. Поэтому фокус держи на качестве, а не на вот этой показухе, понимаешь? По деньгам и так понятно, да? Декабрь будет как горки американские по деньгам. Сначала ты на вершине, а потом резко вниз. То есть сначала тебя ждет какая-то победа. Там премия на работе дадут, долг вернут, понимаешь? Но потом башня придет. То есть это значит, что случится что-то такое неожиданное, что твое финансовое положение перевернет. Это может быть поломка техники, да, и придется срочно покупать другую. Или вот машина сломается, да, ну вот что-то такое, куда придется деньги вкладывать. И самое главное, деньги и башня, да, у нас это, вот как тебе сказать по-нормальному? Если тебе звонят или звонят, не знаю, как правильно в кураптоновском языке, и так правильно, спрашивают любой код. Хоть доставка, хоть недоставка, хоть тебе посылка пришла, неважно. Все смски только для тебя. Никому нельзя называть ни одной циферки из смс-ок, из приложений, из уведомлений. Никогда. Потому что башня на твоих деньгах в декабре — это может быть то, что ты на мошенников нарвешься, понимаешь? Поэтому все смс-ки, я не знаю уже, как тебя предупредить, но башня на деньгах не просто так выпала. Никаких смс-ок никому не называешь. Даже если звонит или звонит твоя дочь, твой сын, твой зять, там, из полиции, из МВД, из хоть какой структуры, все смс-ки, они предназначены только для тебя. Чуть не сказал. В херню во всякую не верь. Понимаешь? Запомни. Как бы тебе ни представлялись, какие бы песни ни пели, какая бы доставка это ни была, никакие смски называть нельзя. Ни смски, ни уведомления, ничего. Потому что у тебя башня в декабре по деньгам. Ну все, я тебя предупредил, ты смотри мне, потом не пиши через месяц. Ой, я все-таки нарвалась на мошенников, я поверила в сказку, то, что мне придут окна ставить, или мне посылка придет, или там еще какая-нибудь ерунда. Никаких смс-ок никому не называешь. Все смс-ки только для тебя. Даже президент, если к тебе подойдет, скажет: Юль, покажи мне, какая у тебя смс-ка. Ты говоришь: нет, никаких смс-ки, все только мне. Независимо, даже, говорю, президент, если. Поэтому смотри. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. В декабре у тебя звездный час. Вот знаешь,
Ты не просто будешь в отношениях, нет, а будешь именно в таких отношениях, где все по любви и без всякой дури. Вот смотри, ты сейчас как будто вот все в руках своих держишь. Знаешь, чего хочешь, умеешь это показать и не боишься первый шаг сделать, если надо, конечно. И это не про подкаты я говорю или игры. Нет, это про то, что ты нашла того или найдешь того, кто тебя реально видит. Не того, кто цветы таскает, потому что надо, да? А того, кто с тобой на одной волне. Хочет того же, что и ты, смеется над тем же, что и ты, даже глупости твои принимает и понимает. Понимаешь, и это не вот это вот «ой, завтра все развалится». Нет, это стабильный ваш, как говорится, уголок. И вы вместе будете, как детишки, радоваться мелочам. Возможно, на шашлыки в декабре, да, куда-то, как сказать, сорветесь. Или, как сказать, в обнимку фильмы смотреть, не знаю, как это по-другому назвать. Вот это вот все, вот это. Типа давай ко мне кино посмотрим. Поняла, да? Главное, не сомневайся в этом, подвоха не ищи, где его нет. Потому что декабрь по любви у тебя легкость. Поэтому не порть себе все мыслями типа «а вдруг он завтра передумает, а вдруг он завтра исчезнет». Хватит бояться счастья. Если ты сейчас в паре, да, ну, уже отношения есть, то прогресса жди. Это или переезд, или, как говорится, палец на кольцо. Ой, палец на кольцо, кольцо на палец. Понимаешь? Ну, то есть новый уровень доверия. На работе, понятно, полный раздрай, чего тут говорить. Все начнется красиво. Тебе предложат какую-то задачу, от которой у тебя глазки загорятся. Начальник типа подойдет такой: только ты справишься вот с этим, потому что ты наша звездочка. А ты поведешься, потому что дело будет и правда интересное, да, и деньги хорошие. Но тут подлянка будет. Все будет нечестно. Либо тебя с оплатой кинут, либо наобещают золотые горы, а потом вывернутся. Понимаешь, то, что, как сказать, ну, обман, понимаешь? И это не какая-то случайная ошибка не будет. Это система. Кто-то выше сознательно гнет свою линию. А ты в этом всем будешь разменная монета. Понимаешь? И, то есть, держи усик, носик на востре. Понимаешь? Тут у тебя подвох будет. И знаешь, не верь красивым речам про деньги. Вот это важно. Я имею в виду по работе за деньги. Сразу смотри, документы, всякие бумажки, письменные договоренности. Если что-то пахнет ложью, не бойся ставить ультиматум. Лучше скандал сейчас, чем год в дерьме, извини меня, и с ипотекой. Что по деньгам? Американские горки. Страшно, зато быстро и с ветерком. Вот примерно вот так. Тут главное момент не упустить. У тебя, я объясню, вот смотри, у тебя появится шанс резко улучшить свое денежное положение. Но действовать надо будет быстро и без сомнений. Подвернется выгодная, как сказать, подработка, работа и, как сказать, получить бонус неожиданный от этого. Но это не те деньги, которые можно просто там положить куда-нибудь и забыть. Нет, тут надо будет включать мозги и думать, как их приумножить. Не слушай якобы доброжелателей, которые начнут тебе советовать там надежные схемы и так далее, потому что они и сами разорятся, и тебя подставят. Ты должна сама все перепроверять, риски изучать и холодной головой решения принимать. Если предложение слишком сладкое, чтобы правдой быть, то это развод. Опять же, повторюсь, не все так, как сказать, сахарно. Запомни раз и навсегда. Все, что циферки в твоем телефоне, будь то смски, уведомления в Телеграме, где-нибудь то ни было, да, в приложениях,
Все это только для тебя. Повторюсь, даже если, как сказать, повторюсь, как для троек, даже если президент приедет к тебе домой, скажет: назови мне циферки, которые тебе пришли, не давай. Ни в коем случае. Независимо, какие циферки. Это там банковское приложение, просто смс-ки, от кого-либо то ни было смс. Даже если сын родной или дочка родная просит смс-ку, не давай. Запомни это раз и навсегда. Все, что происходит в твоем телефоне, это железное правило. И это должно оставаться между тобой и твоим телефоном. Вот запомни это, понимаешь? И по деньгам в стране тоже не стой. Бери, делай, потому что у тебя есть вариант на Новый год неплохо заработать. Понимаешь? А тут все, главное, деньги не трать на ерунду, типа шубы, айфоны, отпуск в Дубае. Нет. Вложи в то, что принесет тебе еще больше денег. И в долг не давай, кстати, никому, даже родне, потому что сейчас каждый рубль должен только на тебя работать. Сегодня короткий расклад, горло болит, но помни, я всегда рядом, а все, что в телефоне, это между тобой и телефоном. Никому ничего не называй. Все.